Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, на Украине вовсю запускают газовые скважины. Исполнится ли заветная мечта и станет ли Украина экспортером газа? Ой, я вот когда читал эту новость, я подумал, что мне, ну вот Максим мне присылает эти новости, я их читаю, восхищаюсь периодически. И я посчитал, что там, ну, ошибка перевода, там перевод с украинского. Мне прислали оригинал, я посмотрел. Ну, если это и ошибка, то это ошибка у людей, которые эту новость писали. И новость, ну, почему я считаю, что это ошибка? То есть, когда люди на полном серьезе пишут, что это старое месторождение, ну, правда, 78 года, ну, бог с ним, хорошо, старое месторождение, но запасы там оцениваются в более чем 900 миллионов кубических метров газа, остается только руками развести для понимания ситуации. А «Газпром» не так давно, вот в августе, отчитался о новом рекорде суточного потребления летом, которое составило чуть более 700 миллионов кубических метров. Если брать зимние объемы, то там рекорды где-то миллиард 800 миллионов в сутки. Тут люди пишут о работе на месторождении, у которого запасы более 900 миллионов, и что? Ну, то есть, простите, конечно. Либо там люди немножко ошиблись, и там запасы 900 миллиардов, ну, окей, тогда я, правда, не знаю, что это за месторождение, ну, допустим. Либо там, ну, где-то там нолики должны были потеряться. Либо вот это вот более чем 900 миллионов, ну, я несколько в растерянности нахожусь. Я как бы привык к тому, что обнаружение какой-нибудь площади за последние лет, так, 10-11 на Украине, с запасами порядка 36 миллиардов кубических метров подается как событие просто феноменального космического масштаба. Мы огромное месторождение нашли. Нет, 36 миллиардов – это не огромное месторождение. Даже вот по существующей классификации месторождение это вот никак нельзя назвать огромным. 36 миллиардов, ну, довольно скромный объем, будем честны. Учитывая, что Украина на тот момент потребляла порядка 32 миллиардов в год, и добывала 20 миллиардов. Вы знаете, когда вы радуетесь тому, что ура, 36 миллиардов мы обнаружили. Нет, с одной стороны, хорошо, когда вы обнаруживаете эти 36 миллиардов. Это лучше, чем если вы их не обнаружите. Но подавать это как некое, вот знаете, событие вселенского масштаба, мягко скажем, не очень разумно. Это первое. Второе. На этом фоне 900 миллионов кубов. Да вы серьезно? А они серьезно. Они на полном серьезе вот это вот говорят. Почему они так говорят, зачем они это делают, я не знаю. Там речь идет о том, что они пробурили скважину, дебиты начальные, дебиты, которые составляют порядка 107 тысяч кубических метров газа в сутки, ну, как бы неплохо, 107 миллионов кубических метров газа в сутки. То есть вот эти 107 тысяч начальный дебит производительной скважины, 107 тысяч кубических метров, это примерно 40 миллионов кубических метров газа в год. Для понимания, когда Украина обрела независимость, к моменту обретения независимости, Украина потребляла порядка 100 миллиардов кубических метров газа. Украинская Советская Социалистическая Республика. В 2008 году этот показатель составлял уже 60 миллиардов кубических метров. В 2009 порядка 45 миллиардов кубических метров. К 2013 году ситуация была следующей. Там порядка 40-42 миллиардов кубов Украина потребляла. Потом произошло дальнейшее сокращение. И по территориальным причинам, и из-за того, что количество потребителей продолжило сокращаться, как оно сокращалось все предыдущие годы. И вот на протяжении периода до 2021 года, с Майдана по 2021 год, потребление газа на Украине годовое составляло где-то 28-32 миллиарда кубов. Собственная добыча при этом на Украине была порядка 20 миллиардов. Там плюс-минус. По российским масштабам, знаете, плюс миллиард, минус миллиард вообще не играет никакой роли. Для Украины, да, это значимые объемы. Более того, в 2016 году была принята программа 2020, согласно которой Укргазвидобування, то бишь Укргаздобыча, это подразделение Нафтогаза, которое, как следует из названия, занимается добычей газа.
Так вот, эта Укргаздобыча должна была увеличить объемы производства газа, добычи газа, если кого-то смущает слово производство, хотя оно здесь вполне себе применимо, с 14,5 до 20 миллиардов кубов. То есть 2020 год 20 миллиардов кубов. Там есть еще независимые игроки, которые должны были увеличить объемы добычи где-то с 5 до 7 миллиардов кубов. Ну и таким образом Украина в 2020 году должна была добывать порядка 27 миллиардов кубов. С 20 до 27. Красота. Феноменально. Но, разумеется, ничего не получилось. Куча денег была вложена как раз-таки и в гидроразрывы пласта, в разведку новых месторождений, до разведку существующих месторождений, ну, по крайней мере, на бумаге были вложены. Отдачи не было никакой. Ну вот сейчас, вот, понимаете, людей радуют. Да-да, мы продолжаем вкладывать. Мы вот нашли 107 тысяч кубических метров начальный дебет. Представим, опять же, что вот этот дебет будет сохраняться и дальше. Ну, правда, это одна скважина, они сейчас еще как пробурят новые. Но там 900 миллионов кубических метров, вы сами пишете. Если вы не ошибаетесь, то, ну, мягко скажем, это не самое фантастическое достижение. Ну, вот прям совсем. Но тут какой момент? С 2022 года потребление газа на Украине еще сократилось. Притом оно упало ниже 20 миллиардов кубов. Добыча там тоже сократилась чуть-чуть. Да, кстати, прошу прощения, я же забыл упомянуть. Вот этот план роста добычи к 2020 году, он привел к потрясающему результату, добыча сократилась. К 2020 году. Не к 2022, не к 2023, к 2020. Должна была увеличиться до 20 миллиардов кубов у Укргаздобычи, сократилась где-то до 13,5. Ну, вот бывает, понимаете, ну, не смогла и не смогла. Так вот, по разным причинам добыча тоже сократилась, но сейчас, вот по итогам прошлого года, ситуация примерно такая. Потребление газа на подконтрольной Киеву территории составляло в 2023 году 19,8 миллиардов кубов, добыча была где-то, ну, на полмиллиарда меньше. Соответственно, полмиллиарда надо было импортировать. И здесь, в принципе, биться за рост добычи никакого смысла не имеет. Ну, сократите еще спрос, и все, и экспортируйте газ. В чем проблема? Да ни в чем, пожалуйста. Вон сколько возможностей перед вами открывается. Собственно, такой вариант, по сути, озвучивался местными газовиками, ну, точнее, руководством местных газовых компаний, которые говорили, да-да, вот, пожалуйста. На фоне этих показателей, по сути, мы можем говорить о том, что Украина действительно близка к полной газовой независимости. Ну, получилось это вовсе не потому, что какие-то усилия на фронте добычи газа происходят, а скорее из-за общего сокращения спроса. Еще раз, за годы независимости в 5 раз сократился спрос. Тут можно сказать, ну так территории, ну так то, все, хорошо, окей. Я принимаю этот довод. Но к 2013 году, относительно вот года 1990, более чем в 2 раза сократился спрос. Какие там доводы будут? Какие там будут доводы? Конкретно в 2009 году 45 миллиардов кубов потребляла Украина. Там тоже какие-то территориальные вопросы? Нет. Это падение промышленного производства. Это дегазификация. Ну, потому что часть населения, во-первых, население сокращалось. Сколько там населения было к 2022 году, вообще никто не знал. Так, оценочно, знаете. Когда у вас перепись в начале 2000-х происходит, а потом вам в принципе не интересно, сколько у вас народа. Ну, действительно, зачем об этом? Зачем говорить о грустном? Правда? И до 2013 года не было переписи, потом не было переписи. Сколько было народу? Мы примерно представляем. Ну вот на момент обретения независимости Украины там было 52 миллиона человек. Сколько было к 2013 году, вообще неизвестно. Ну, где-то на 7 миллионов меньше. Ну, господи, всего на 7 миллионов. Посчитайте в процентном соотношении, дорогие друзья, и порадуйтесь. Ну, то есть 45 миллионов примерно живет. Примерно, знаете. Ну, плюс-минус 10 миллионов. Ну, но если у вас сокращается население, которое является потребителем газа, потребление падает. Сокращается количество промышленных предприятий, потребление падает. И вот до 2009 года вообще никаких претензий быть не могло относительно того, что Россия там что-то, куда-то, где-то, кого-то. А потребление уже в 2 раза меньше. Опа, как так? А вот так. И далее, если мы посмотрим на текущую ситуацию, ведь тенденция это была не к росту, то есть мы не видели даже вот на подконтрольной Киеву территории тенденции к увеличению спроса на газ. Там, если строго говорить, то не 28-32 миллиарда кубов был спрос, а скорее наоборот, 32-28. То, что вот движение было туда, вниз. Многие люди
узнав, что такое евроинтеграция на своей шкуре в плане платежек, которые к ним поступали за газ. Да-да, если вы смотрите нас с Украины, хотите рассказать о мерах поддержки, там, о прочем, я в курсе, спасибо. Но в то же время почему-то статистика, пока она еще так опубликовалась, говорила о том, что некоторые люди просто отказываются от газа. Просто говорят, все, перекройте мне трубы, я вот не буду пользоваться газом, я лучше вот печурочку возьму, дровишки, уголечек, вот как-то, ну, мне так будет проще. И это были не единичный случай, это была тенденция. Да, кто-то мог воспользоваться какими-то вот благоприятными условиями и получал там какие-то льготные тарифы, меры поддержки и так далее, которые тоже не должны были длиться все время, они имели вот некоторые вполне оговоренные сроки. Но движение было вниз. И по сути, вот текущая ситуация привела к сокращению спроса на газ в меньших масштабах, чем Евромайдан и чем чем, прошу прощения, экономический кризис конца нулевых годов. То есть, если у вас было 60, а стало 45 миллиардов кубов за год, а это как? А это так, что страна оказалась в ситуации общепланетарного мирового вот такого вот экономического кризиса с этими проблемами, с проблемами, которые последовали на этом фоне, она не справилась, потребление рухнуло. Не кисло, правда? 60-45. Опять же, какие к кому претензии? Никаких ни к кому. Быть не может, потому что, извините, я сейчас, да, знаете, демонстрирую предельно грамотную речь, четко высказываю свои мысли, не использую междометия там, где их не надо. Но, прошу меня, это ирония, если что. Ну, прошу меня простить, вот тема такая. Люди пробурили скважину, она им даст 40 миллионов кубов в год, в лучшем случае. Ура, они молодцы. Скважина на 3,5 километра. Возьмите пирожок с полки. Возьмите пирожок и съешьте. Как там дела с падающей добычей на действующих месторождениях? Какая динамика? И позволит ли вот вовлечение этих объемов в производство компенсировать падающую динамику на действующих месторождениях? Удалось ли вовлечь в производство месторождения, которые были обнаружены, запасы, которые были обнаружены в десятых годах после Евромайдана? Удалось. Что-то как-то по статистике не видно, что удалось. А учитывая, что часть добычи сосредоточена, ну, скажем так, как бы вот на севере и северо-востоке Украины, позвольте я вот так сформулирую, ну, вообще будет непонятно, что там будет с добычей. Ну, ввиду ряда обстоятельств, которые как раз приурочены территориально к северу и северо-востоку страны. Вот. Поэтому, ну, радость понятна. Люди отчитались, что вот мы молодцы, мы деньги взяли, мы их вложили, наконец-то получили отдачу. Ну, почему бы об этом не рассказать? Теперь осталось рассказать, с какой динамикой падает добыча на действующих месторождениях, позволяют ли те мероприятия, которые реализуются, компенсировать вот эти выпадающие объемы, остановить падение и прочее, прочее, прочее. Вот это вот, да, осталось рассказать. И тогда можно будет говорить о том, что какие там перспективы Украины нарастить добычу. Пока я не вижу таких перспектив. Опять же, вы знаете, если вы радуетесь увеличению добычи на 40 миллионов кубов в год, потенциальному увеличению добычи на 40 миллионов кубов в год, то что-то с вашей газовой отраслью немножечко не так. И если вы берете кучу денег, говорите, что увеличите добычу на 6 миллиардов кубов, хорошо, на 5,5 миллиардов кубов, а она у вас падает при этом, наверное, вы тоже как-то нецелевым образом расходуете средства, ну, либо вы не специалисты в своем вопросе, и рассказы о том, что Украина одно из крупнейших государств Европы по запасам газа, остаются только разговорами, потому что на бумаге запасы у Украины действительно значительные. Очень большие, колоссальные, ну, для Европы. Без России, конечно же. Россия не Европа. Ну, вот. Но только это не приводит и не приводило никогда, вообще никогда, ни при каких обстоятельствах, в каких бы ни оказывалась Украина, это никогда не приводило к значительному росту добычи. Хотя, казалось бы, вот эти запасы, и они достаточны для того, чтобы удовлетворить и свой спрос, тем более текущий, и начать экспортировать газ.
но что-то не получается. Вот бы узнать, почему. На этом, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, в условиях замедления YouTube, его блокировки, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях всего происходящего. Спасибо, до новых встреч. Ну и да, действительно, подписывайтесь везде, на ВК, на Дзене, в общем, подписывайтесь повсюду. Непонятно, что со всеми этими сервисами будет в дальнейшем. Не теряйтесь. Всего хорошего, до свидания.